Анастасия, разбирая полки в комнате сына, нашла завалившуюся открытку, на которой было написано: «Мамочка, я тебя люблю». Она прижала ее к груди, облокотилась о стену и медленно сползла на пол. Слезы вмиг заструились по щекам, и боль обожгла сердце. Вот уже 5 лет, как она похоронила своего единственного сыночка, и только сейчас решилась разобрать в комнате его вещи. И вот эта открытка. Стало вновь невыносимо больно, и ей захотелось закричать, выплеснуть наружу всю боль, которую она старалась глубоко спрятать. Ему тогда только исполнилось 16 лет. «Я так и не увижу тебя взрослым, и у меня никогда не будет внуков». Настя окинула взглядом комнату. Вот его любимые книги. На столе лежат диски и телефон. Все выглядело так, будто он просто вышел и сейчас вернется. Настя вспомнила тот злополучный день, который перечеркнул всю ее жизнь. Никита уже неделю был в походе с классом, и все до этого было нормально. А в тот день ее будто кто-то разбудил. Она открыла испуганно глаза. Солнце только поднималось над горизонтом. В доме стояла тревожная тишина, и ее сердце взволнованно трепетало в груди. Сначала она гнала тяжелые мысли прочь, но все же решила позвонить сыну. «Лучше разбужу его и узнаю, что с ним все хорошо, чем изводить себя», подумала Анастасия, набирая номер Никиты, но в телефоне слышались лишь протяжные гудки. Целый день ей никто не отвечал. Она обзванивала всех его друзей и только к обеду узнала, что ее сынок утонул на рассвете. Зачем он встал так рано и полез в воду, никто не знал. Но когда друзья услышали крики о помощи, то сквозь сон сразу не сообразили, что случилась беда. И теперь ее Никиты нет. «Сынок, я не хочу и не могу жить без тебя», прошептала Настя, обращаясь к небу. «Меня на земле уже ничего не держит. Зачем мне жить?» Она вспомнила день похорон, когда они с мужем, убитые горем, вернулись домой. Дом их встретил пустотой и холодом. И казалось, что холод пронизывает все вокруг, окутывая своими холодными щупальцами, пробираясь между ней и мужем. Поэтому она не удивилась, когда ее супруг собрал свои вещи и ушел от нее навсегда, бросив лишь напоследок: «Теперь меня здесь ничего не держит». «И меня теперь здесь ничего не держит», беззвучно прошептала она ему вслед и заплакала. До этого ее, еще хоть как-то державшаяся земля под ногами, разверзлась, и она провалилась в беспроглядную тьму. В этой тьме Анастасия искала двери и хотя бы стены, но вокруг была лишь темнота, и не на кого было положиться, и не с кем было разделить свою боль. Тогда часть ее умерла, но Настя все еще пыталась выжить, даже строить новые отношения. Но, видно, ее так мало осталось, что на это уже не было сил. И вот сегодня она потеряла работу. Нечем будет расплачиваться за квартиру и не на что жить. Теперь меня уж точно ничего не держит на этой земле. Анастасия вновь раскрыла открытку, и слезы беззвучно закапали на красивые буквы. Она задумалась над тем, как лучше уйти из жизни. У нее не было страха, у нее была лишь жалость к себе, и как-то незаметно уснула. «Живи ради меня, мама!» Вдруг неожиданно раздался голос сына, и она вздрогнула. Голос был такой четкий, ей снилось, что она также сидит в комнате сына. «Но как мне жить ради тебя, если тебя нет в живых?» Она умоляюще искала его глазами. «Я совсем одна». «Ты не одна, я всегда рядом. И мне плохо от того, что ты меня не отпускаешь и допускаешь такие мысли. Мама, если ты уйдешь, я никогда не обрету покой. Да и ты тоже. Отпусти меня, не держи. Я все равно всегда буду рядом с тобой, только живи и молись за меня. Если ты обретешь счастье, то я здесь тоже буду счастлив. Но если ты будешь страдать, то мои страдания будут намного хуже. Живи ради меня, мамочка, и ради того, кому ты будешь нужна, а я помогу тебе устроить твое счастье». «Разве я могу быть счастливой без тебя?» прошептала она, глотая слезы. «Ты обязана стать счастливой,
И всю свою любовь, которую ты хранила для меня, ты подаришь тем, кто войдет в твою жизнь. А мой срок на земле был коротким. Так должно было быть. У каждого своя судьба, а твоя — сделать кое-кого счастливым. «Кого?» — почти прокричала она, но ответа не последовало. Анастасия открыла глаза. Она все так же сидела на полу и крепко держала открытку. А может, и не сон это был? Она выискивала образ сына в каждом уголке комнаты, искала его глазами повсюду, но его нигде не было. «Я, наверное, схожу с ума», — испуганно прошептала она. Солнце своими яркими лучиками щекотало ее лицо. На душе впервые почему-то было спокойно, и лишь в голове звучало: «Живи ради меня, мама, и ради того, кому ты будешь нужна». Она открыла окно и впустила осенний воздух, наполненный запахами опавших листьев, и зажмурилась от хоть и уже холодного, но все еще яркого солнца. Следующим днем она отправилась на кладбище. Моросил мелкий дождик, влажный холодный воздух заставлял ежиться. Настя, как всегда, забыла зонт и надеялась, что дождь будет недолгим. Подойдя к могиле, она привычно вздохнула, но слез уже не было. Было такое ощущение, что Никита рядом. Ей даже показалось, что он взял ее за руку, и от этого чувства она улыбнулась. «Я отпускаю тебя», — одними губами прошептала она. «Пусть на том свете тебе будет хорошо». Дождь, набирая силу, моросил все сильнее. Тяжелые тучи нависли над головой, пугая обрушиться проливным дождем. Но Настя этого уже не боялась. Она смотрела на улыбающееся лицо сына и незаметно для себя тоже улыбнулась. «Все будет хорошо», — послышалось в голове, и Анастасия сначала хотела опровергнуть это и даже снова взгрустнула, но потом взяла себя в руки. «Он всегда будет рядом. Я должна жить дальше ради него». Настя смахнула слезинку, которая все же выпорхнула наружу. Обратной дорогой она медленно шла под проливным дождем, рассматривая фотографии на памятниках, с которых улыбалось так много молодых людей, которым бы жить да жить. Потоки дождя стекали по лицу, будто из ведра. Вспомнив, что у нее есть капюшон, она запоздала его накинула. И вдруг она заметила мальчишку, сидящего прямо на мокрой земле возле свежих могилок. Он громко шмыгал носом и вытирал рукавом куртки слезы, перемешанные с дождем. Анастасия подошла и встала рядом. «Кто здесь у тебя?» — спросила она. Мальчишка поднял заплаканные глаза, в которых было огромное горе. «Мама с папой». Вновь шмыгнул он носом. Они разбились на машине. Настя сочувственно посмотрела ему в глаза. «А я приходила навестить сына. Ему было всего 16 лет», — ответила она. «Он уже был взрослым», — сказал мальчик, — «а мне всего 7». «Ты тоже уже взрослый», — улыбнулась Анастасия. «Поэтому должен понимать, что сидеть на холодной земле нельзя. Можешь заболеть». «Ну и пусть», — бросил мальчик. «Я все равно никому не нужен». «Это как?» — удивилась Анастасия. «А бабушки и дедушки? А дяди и тети? У кого ты живешь?» «Никого у меня нет», — насупился пацан. «Я живу в детдоме, но я оттуда сбежал». «Почему?» Настя все же помогла ему подняться с земли и накинула ему на голову капюшон. «Меня там обижают старшие мальчики, заставляют воровать и курить, а я не хочу. Я с ними дерусь». Мальчик даже топнул ногой. «Я домой хочу». Настя, увидев, как слезы вновь подбираются к его глазам, прижала мальчишку к себе. «Молодец, что не соглашаешься с тем, чему тебя хотят научить. Эти дела до добра не доводят». Она еще крепче его обняла и почувствовала, как дрожь в маленьком тельце постепенно успокаивается. «Ничего, все будет хорошо. Давай знакомиться». Она улыбнулась и, присев перед ним, заглянула в глаза. «Я Анастасия, но ты можешь меня звать просто Настей. Хорошо? А меня Димой зовут». Он по-мужски пожал ей руку и улыбнулся. Вот и познакомились.
улыбнулась Анастасия. «Мы с тобой совсем замерзли и промокли. Давай найдем поблизости кафе, перекусим там и заодно согреемся». «Давай», — улыбнулся Димка и, взяв ее за руку, доверчиво зашагал за ней. Пустота отпустила, забрав с собой последние частички боли, и Анастасия теперь почти не грустила. Ее жизнь обретала смысл, и она жалела о тех моментах, что не ценила ее, и даже хотела покончить с ней. Тогда она не знала, что жизнь бывает прекрасной, и что в мире всегда есть то, ради чего стоит жить. Вскоре она нашла хорошую работу, о которой даже и не мечтала, и теперь после работы бегала в детский дом навещать Димку, а на выходные брала его к себе. А еще она готовила документы на его усыновление. И все шло хорошо, пока не объявился родной дядя Димы. Эта новость грянула, как гром среди ясного неба. Настя шла, опустив голову по заснеженной дорожке. Белые хлопья, кружась, облепляли ее всю, забираясь за шиворот пуховика, приклеиваясь к ресницам. Анастасия тщетно стряхивала их с лица, тушь размазывалась по глазам и щекам, а слезы, которые она всю дорогу сдерживала, вдруг хлынули из глаз. Боль вновь маленькими шажочками забиралась прямо в сердце. Она нашла заснеженную лавочку и просто плюхнулась на нее, почувствовав, как холод пробирается под пуховик. «Но почему я всех теряю?» Она подняла заплаканные глаза к небу, а потом уткнулась в ладони и тихонько расплакалась. «Девушка, вам плохо?» Услышала она и подняла глаза на незнакомца. «Держите». Он протянул бумажные салфетки. Она с благодарностью их приняла и, скомкав целую кучу салфеток, так и не смогла остановить нескончаемый поток слез. «Так дело не пойдет», — сказал он. «Вы сейчас похожи на Снегурочку, которая вот-вот растает прямо на моих глазах. Вернее, не растает, а вытечет вся». Настя улыбнулась. «Вот так-то лучше», — сказал он, тоже улыбнувшись. «А теперь рассказывайте, что за горе у вас приключилось. И, кстати, меня Михаилом зовут». «А меня Настя». Вновь постаралась улыбнуться она. И она рассказала все как на духу. И про гибель сына, и про уход мужа, и даже про работу, и, конечно же, про Димку. «И теперь его заберут», — всхлипывала она вновь. «И я Димку никогда больше не увижу, потому что его дядя живет в другом городе». «Но другой город — это не другая страна». Михаил волшебным образом достал еще упаковку салфеток. Брал себе в поезд, вот и пригодились. А тем более, город, из которого приехал дядя Димы, всего лишь ночь езды. Не так уж и далеко, улыбнулся он. «А откуда вы знаете?» Настя удивленно уставилась на нового знакомого. «Потому что я дядя Димы», улыбнулся он и, увидев, как Анастасия испуганно отодвинулась от него, успокоил. «Не переживайте, я не допущу того, чтобы вы с Димкой расстались навсегда». «Но почему вы сразу не забрали Диму к себе? Почему допустили, что он оказался в детском доме?» «Меня не было в стране. Я вернулся недавно и, узнав о судьбе Димы, сразу приехал», — ответил Михаил. «Да не переживайте, мы что-нибудь придумаем. Я знаю, как привязался к вам Дима. Он только о вас говорит и тоже расстроен тем, что я стану его опекуном. Я Димку видел, когда он еще в колыбели был. Но поймите, он родной для меня человечек. У меня никого, кроме него, нет. С женой не сложилось, да и детьми не обзавелся. И у меня, кроме него, никого нет», — тихо ответила Анастасия. «Я в нем обрела смысл жизни, а теперь мне точно не для кого жить». «Ну что вы такое говорите?» Михаил взял ее озябшую руку. «Живите ради себя, ради Димы и, наконец, ради меня», — улыбнулся он. «Я же теперь не смогу жить спокойно, если вы не будете счастливы. И вообще, вам не кажется, что мы не случайно встретились именно здесь?» Настя внимательно посмотрела на него, и он заметил маленькие искорки, которые зажглись в ее глазах. А потом они долго сидели в кафе и разговаривали обо всем, как родные души. «Все будет хорошо», прозвучало в голове,
и Анастасия улыбнулась. Прошло 2 года, когда Настя поставила на полку открытку, на которой было написано: «Мамочка, я тебя люблю», рядом с открыткой Никиты. Это была от Димы, и он впервые назвал ее мамой. Зимнее солнце заглянуло в дом, и Настя улыбнулась, почувствовав тепло в руке. «Родная, ты идешь?» – спросил Михаил. «А то мы в кино опоздаем». «Иду, иду», – засмеялась она и обняла самых дорогих людей на свете. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.